Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня новый хобби-влог. Хочу показать, что сегодня раскрашиваю, чего не раскрашиваю. Немножко поболтать, какие планы. Совсем чуть-чуть было таких покупок, подарков. Ну, в общем, знаете, обо всем и ни о чем. Начну с того, что я раскрашиваю сегодня. Начала раскрашивать полуночный маскарад. Я здесь задолжала один разворот, Ира уже красит другой. А за следующий месяц я еще не раскрасила за декабрь. Поэтому сижу, раскрашиваю. У меня здесь не так много в этой раскраске иллюстраций, как хотелось бы. Вот такая на перфорация. Ой, прошу прощения, что же у меня перфорация-то на персонализации. Иллюстрация одна раскрашена. Такие вот зайки. В данном случае сижу, раскрашиваю вот этот разворот. Ну, мне бы хотелось его осилить. На самом деле здесь ничего сложного, в общем-то. За исключением, конечно, их вот мордашек. Я когда смотрела у Иры видео, когда она сказала, странные какие-то вот эти мордочки у персонажей, какой-то парад уродов. Я посмеялась, думаю, ну, Ирка жжет. Ир, привет тебе. Ирка жжет. Поэтому. Но когда сама села красить, и знаете, когда листала, не присматривалась, но когда конкретно раскрашивать уже села иллюстрацию, действительно посмотрелась к этим мордочкам, ну, какие-то не, да, мягко говоря, не айс. Ну да ладно, не страшно. Будем раскрашивать. Я не поняла, кто это. Собака, лиса, волк. В общем, раскрашиваю уже, как раскрашиваю ее. Ну и в целом я тут почему-то решила сделать девочку рыжей. Прям как раз таки. То есть лиса уже не получится однозначно, наверное. Хотя не факт, но вот пока так. Давайте посмотрим. Ира уже красит вот этот следующий разворот. Я, к сожалению, отстаю. В планах отстаю. Немножко покажу вот такой вот, по-моему, самый одной из первых иллюстраций, да, вот такой кот у меня. Мы здесь раскрашивали с Ирой и с Машей. Маш, привет тебе огромный тоже. Вот этого кота в планах, вот этот разворот, и прям, я не знаю, ему бедному не судьба сбыться, этому плану. Но я обязательно раскрашу хотя бы, ну, какую-то из них. Скорее всего, вот эту по правой стороне. Мне удобнее просто по правую сторону красить. Ничего больше. Здесь у меня не получился фон. Я пыталась сделать. И теперь я в раздумьях, как вот это все исправлять. Поэтому да, буду поправлять. И раскрашен у меня вот такой разворот получился. Но я раскрасила сначала вот эту вот девочку, а потом уже саму вот эту маску. Ну и сделала фон пастель, красила. Так, а что у меня здесь был? Здесь у меня, наверное, были призмы. Призмы и сухая пастель на фоне. И ручка пинтель. Хочется верить, что вам все-таки как-то это все видно. В общем, я решила, ну, пускай это будет разворотом в том же цвете. Собственно говоря, маска в том же цвете по это вот фон. Пастель это полихромос. И также ручка пинтель. Мне нравится, меня устраивает. Ну и все, пожалуй, больше ничего здесь, к сожалению, я не успела раскрасить. Мне очень нравится в целом эта раскраска. Но вот как-то у меня она зимняя. Я бы сказала, даже не зимняя, а новогодняя. Как-то вот ассоциируется с Новым годом. Видите, закладки лежат там, где мне хотелось бы пораскрашивать. Ну, не знаю. Буду красить. Может быть, что-то успею еще раскрасить. Он такой вот, пожалуй, это самый такой мой любимый разворот в ткани. Здесь тоже нужно что-то решить теперь. Ну, собственно говоря, как и тут. Обязательно хотелось бы в январе еще раскрасить все-таки разворот этот сделать. Ну и, собственно говоря, буду красить эти два разворота. Я надеюсь, что раскрашу уж
Ну, как минимум один я точно в планах у меня осилить в этом месяце. Так что сижу, раскрашиваю лирами. В целом здесь они неплохо ложатся. Прям, я бы сказала, даже, прошу прощения, очень даже хорошо. Ну и в продолжение темы, ко всякий раз, когда показываю покупки, какие-то карандаши, мне пару раз уже написали, куда столько набираете, столько не красите, столько не используете. И когда я говорила, что я лиру люблю, нежной любовью, что, скорее всего, она тоже меня, и, скорее всего, она меня выбрала, мне тоже было, ну, от большого ума, видимо, решили написать, что толком не рисуете, толком не красите, ничего не используется, куда хапаете. Ну и я хотела бы немножко на эту тему показать вам так малую часть того, что у меня в использовании. Ну вот, к слову, стандартный, да, обычный карандаш целый от Лиры. Ну и вот огрызки. Это не все. Я достала здесь не все. У меня их еще достаточно много. Я просто частично показываю вам. Ну, этот, можно сказать, еще пока что, если сравнивать с новым, особо-то и не спилился. Ну, допустим, вот эти вот уже, как вы видите. Это не за 2 года, что я раскрашиваю. Я их использовала, к слову. Кстати, тоже, да, кто скажет, ну, и что? Ну, я именно про тех, кто пишет. Я не про нормальных людей. Дело в том, что кто рисует, девочки меня поймут, девочки знают, что, ну да, они не так быстро используются. Хотя бывает вот именно любимые нужные цвета используются. Смотрите, вот у меня ластик, допустим, карандаш. Это 300 артиста мне присылала Ира. Я тоже говорила, что я его люблю. Не просто говорила, это уже, наверное, 3-й, если не 4-й огрызок от ластика. Что я люблю, я пользуюсь с удовольствием. К слову, могу даже показать. Не только это касается Лиры. К слову, что я хотела сказать. Это уже не первый огрызки. Это я уже покупала карандаши, докупала. Кстати, даже вот некоторые, видите, видно, отличаются. Я не знаю, почему так выходит, что вот по текстуре даже видно, да, вот она отличается. Одна лира, один завоз, но они вот как-то деревяшки отличаются. Ну, многие скажут, ну и что, они все отличаются. Нет, вот есть карандаши, прям конкретно отличается рубашка от всех остальных. И это уже не первые повторные карандаши. У меня в запасах лежат еще эти же номера, ну, новые. То есть, когда совсем уже будет невозможно их поточить, я их уже выброшу, а новые достану. Это также касается и полихромосов. Это вот кто... Я для тех, кто все время пишет, что куда вы берете, вы не столько не красите. Ну, вот, ребят, вот полихромосы, которыми очень часто пользуюсь. Ну да, вот, к слову, стандартный полихромос. Это то, что я... Кто говорит, что мы не пользуемся. Хотелось бы, да, показать. В общем-то, не обязана, не должна. Ну, уважу, скажем так, девочек, да, и покажу, что я пользуюсь. Ну, я могу до бесконечности эти огрызки. Кто раскрашивает, девчонки, я думаю, поймут, о чем я. Меня поймут, о чем я говорю. Что все это, конечно, лирика и все ерунда. Мы очень много пользуемся, активно пользуемся. Ну, и как я уже сказала, это только вот я достала. Просто что у меня сейчас в использовании именно вот здесь. А сами огрызки, их там еще очень много ну, где вся остальная лира. Их там еще, дай бог, просто их сейчас сидеть, откапывать. Они даже вот акварельная лира. Они все у меня уже заканчиваются. Уже некоторые по 2-му кругу заканчиваются, а некоторые даже по 3-му. Так что
Пользуемся. Очень много используем. Сколько покупаем, столько примерно и используем. Ну и хотела показать пару покупочек. Я достану блокнот сразу. Сюда. Сюда не смотрите. Не знаю, давайте вот так сделаем. Интересует больше нас с вами. Вот эта часть будет интересовать. Почему? Пришли мне мои краски, наконец-то. Вот такая вот малышка. Ну, я уже показывала нечто наподобие. Я покупала пустой просто контейнер для акварельки, для мини-кувет. А здесь вот уже, видите, идет с бумажечкой. Это ручной работы акварелька. Такая была бумажечка. И здесь вот такая, я надеюсь, видно, акварелька. Мне очень не хочется верить, но отсвечивает. Вот. В общем, и здесь вот такие вот акварельки. Они, в общем-то, могут в любом порядке лежать, потому что не, скажем так, не принципиально. Они без, по-моему, без номеров даже. Вот такие вот акварельки. Ну и давайте откроем. Я не знаю, нужны будут бумажки, нет? Они, кстати, липкие. Можно, в общем-то, будет на контейнер сам непосредственно приклеить. В общем, я решила попробовать такие вот как конфетки в мини-куветах. Решила попробовать, мне стало интересно. Во-первых, написано ручной работы эти краски. Во-вторых, меня очень заинтересовал конкретный цвет. Ну а здесь вот так это все выглядит. Ну а здесь конкретно был набор, поэтому вот, ну да, ради одного цвета пришлось взять остальные. Но я не думаю, что они прям пропадут у меня в любом случае. Они не пропадут, я их использую, во-первых. Во-вторых, сейчас зима, новогодние праздники и так далее, и так далее. Я думаю, эти все блестяшки, ну, тем более, что мы не только даже в праздники используем золото, серебро и так далее. Сейчас просто более актуально, но вот, к сожалению, пришли только после праздников фактически. На самом деле пришли-то уже, в общем-то, несколько дней, как пришли. Просто все было как-то вот не с руки показать вам. И давайте сейчас быстро их все откроем. И сделаем небольшую выкраску такую. Попробуем. Ага, они все-таки, видимо, все-таки нет. На других ничего не написано, только на этом почему-то написано 100. Мы их все откроем, поставим. Так. Вообще как-то странно, смотрите. Здесь вот золото. Ничего не подписано, не написано. А вот на этом красное золото. Или красно-коричневый. Что такое? Написано. За остальные забыли, что ли? Только одна подписана получилась у нас куветочка. Ну вот нужно будет как-то на нее тогда и эту наклеечку переклеить. Так, давайте открывать это все хозяйство, чтобы долго не тянуть резину. Сейчас быстро попробуем это быстро все сделать. Так, ну вот это, наверное, можно переклеить. Да, почему на других не забыли, наверное. Вот такой вот красивый цвет. Наверное, за остальные просто забыли. Меня интересует вот этот хамелеон, собственно говоря, больше всех интересовал, кому как удобно. Я потом сюда еще магнитики приделаю, дабы они не болтались сильно. Вот такое золото, посмотрите, как красивое. Ну и вот этот вот монохромит, по крайней мере, на сайте был так, что он монохром. Такой вот. И я
Мне было интересно. На самом деле у меня вот таких вот перламутровых, шиммерных достаточно акварелек. И китайский. Посмотрите, какая прелесть. Как он, я надеюсь, видно. Но вот тоже почему-то ничего нам не дали. В общем, ладно, не страшно. Давайте пробовать. Я специально чуть-чуть так подготовила бумагу, чтобы как раз из расчета вот этих вот красок я их ждала. Вот. Давайте, наверное, надо чуть-чуть водички, дабы активироваться. И меня вот этот монохром прям интересует. Ой, они прям как масло. Ну и давайте, собственно говоря, попробуем. Такие достаточно пигментированные, заявлены как ручная работа, что их сами делают, смешивают. Ну прям золото-золото. Ну и по большому счету здесь на черном. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть дальше. Более светлый. Здесь уже такое светленькое золото. Ну, понятное дело, от того, как вы набираете, его и будет видно, да? Ой, чуть-чуть испачкала. Черный разносится. Не было ничего такого, чтобы черным раскрасить. Так, это вот белое. Ну, такой белый перламутр. Белое серебро, золото. Кому как удобно. Вот такая вот красотень. Дальше. Вот этот вот красно-коричневый. Он такой уже более плотный. Посмотрите, какая прелесть. Вот. На черном его тоже нанесем. Просто интересно посмотреть, как они будут на темном. Будем с вами смотреть. Ну, наносится неплохо. Мне нравится. Вот такие вот оттеночки интересные. Наверное, тонкую кисть взяла. Но здесь мелкие кюветы, и я как-то побоялась. Думаю, сейчас широкой кистью все размажу. И вот этот вот цвет, мне прям было интересно посмотреть, что из этого получится. Посмотрите, какая красота. Ну и пожирнее буду набирать, чтобы вам видно было хорошо, что из этого получится. Ну и давайте смотреть. Вот так вот это все дело переливается, смотрится. Так, мне уже кто-то кусал календарик. Девчонки пробовали на зуб. Ну и да, вот этот из коричневого в зеленый так нахромит, но он больше на черном. На светлом так не нахромит. Этот красный. Ну вот они, конечно, на черном смотрятся совершенно по-другому. Здесь тоже вот он здесь более коричневатый, какой-то кирпичик. Здесь прям малиновый на черном. Не знаю, мне очень хочется верить, что вам будет как-то видно все это. Вот видите, он прям такой малиновый-малиновый. Вот. Ну, здесь, в общем-то, все видно. В целом я довольна, имеет место быть. Буду с удовольствием пользоваться. Но если, не знаю, сравнивать с перламутром, допустим, вот
Мультипульт, Рихкрафт. Да, вот обычные. Китайские у меня, которые... В общем-то, ну, здесь золото, прям золото. Вот такая красота мне пришла. Буду с удовольствием пользоваться. Скорее всего, не знаю, наклейки. Может быть, попробую вырезать аккуратно и приклеить на заднюю сторону пока. Или на саму крышечку, еще не знаю. Вот такой вот у меня... вот такая акварелька пришла. Ну и можно, чтобы не открывались, допустим, если куда-то в дорогу, очень классно с собой брать. Можно, там были не только перламутровые, но еще и были обычные акварельки. Дальше взяла вот такой вот от Мазари. Вот такой вот трафарет. Забыла, как называется. Трафаретик 15 на 21. Вот такой приятный трафарет декоративный. Ну, если нужно будет где-то на заднем фоне, где-то что-то дорисовать, допустим, да, так как рисовать я еще пока не умею. И вот пригодятся такие трафаретики. Я могу, бывает, можно из бумаги сделать небольшие трафареты самим. Там горы, солнце, еще что-то. Ну, вот такой, конечно, сам уже лишний раз не сделаешь. Поэтому взяла. Пригодится. Так, ну и еще одна покупка. Точнее, такая покупка-подарок. Муж на Рождество сделал маленький презент мне. Я хотела давно дервент дровинги. 24 цвета. У меня было только 6. 7, да, мне еще один карандашик, да, отдельно покупала, присылала Ира в посылочке. И у меня был, их было 6 штук. Это вот не обращайте внимания, тут от скотч, из-за скотча все сюда липнет. Ценник был. В общем, обошлись они мне в 800 с копеек, ну, грубо говоря, если округлить, в 900 рублей эти 24 цвета. Со скидкой, ну, скидка магазина, да, у нас есть карта эти лояльности, скидочка была, так они стоили 1200. Согласитесь, это тоже очень хорошая цена, потому что, допустим, я смотрела на сайтах, я даже смотрела на Алиэкспресс карандашики, и вот 12 карандашей на Алиэкспресс стоит 1700. Только 12 700. Я 24 за 1200 нашла. Увидела. И со скидкой за почти 900 рублей они мне обошлись, да, бонусы списали. Получилось там 800 с небольшим. Ну, округлила 900 рублей. Это очень хорошая цена. Это обалдеть, очень хорошая цена. Я давно смотрела, все думала, брать, не брать, нужны, не нужны. А тут вот даже хорошая цена. И муж говорит, пусть тебе будет такой маленький подарочек, презент на Рождество. Он их мне купил. Ну, как вы уж понимаете, железная коробочка. Она мне, в общем-то, не нужна, но пока будут тут лежать. И сами карандашики под пленкой, как, в общем-то, и у всех, не исключение. У меня под пленочкой цветные карандашики. Все аккуратно, закрыто, завальцовано. Их надо как-то открыть. Попробуем линейкой, что ли, открыть этот пакет. Тут пакет, ничего страшного. Давно я хотела, думаю, уже если карандаши, то уже полный, так сказать, набор. Я не знаю, может быть, есть и больше, но вот я видела только 24. Именно дровинги, не знаю, как правильно их называть, поэтому уж не обессудьте, а то сейчас начнут куча разговоров на тему «ты неправильно называешь». Может быть, вполне возможно, потому что, ну, во-первых. Во-вторых, мы в любом случае неправильно называем. Как, собственно, и в других странах наши все неправильно называют. В общем, не суть. Вот они, карандашики. 24 оттеночка. Хорошо так плотно сидят здесь в этом пенале, так что пока здесь они и будут. Достаточно, ну, я думаю, все знают уже эти карандаши. Если кто-то не знает, достаточно такая
толстый такой массивный карандашик, но не тяжелый. Заточка у них заводская, вот такая вот бревнышками. Не очень это удобно, но вот такая вот заточка. Мне как раз, по-моему, вот такой Ира и присылала. Smoky Blue оттеночек. Карандаша очень красивый, интересный оттенок. Это у них кремовая текстура с толстым, как вы уже видите, да, понимаете, с толстым стержнем, грифелем. Хорошая цветопередача, отлично подходит для использования, ну, как для рисования пейзажей, шерсти, меха, я не знаю, волос, да все что угодно. Это корпус карандаша натуральное деревце, толстый мягкий грифель. По-моему, в составе у нее грифель изготавливается с добавлением воска, если я не ошибаюсь. Они все-таки восковые. Не пачкают руки при работе. Штриховка получается отлично этими карандашиками. Сочная, насыщенная по цвету. Хорошая устойчивость красящих пигментов. Вот. Не знаю, что еще интересного о них сказать. По-моему, все уже их знают. Все уже ими пользовались, пользуются. Но вот, как я уже сказала, мне не хватало оттенков. И я решила, что нужно уже до полной коллекции все. Ну вот, муж мне все их взял. Запасные не помешают, те 6. Вот единственное, смотрю на некоторых лопнувшая вот эта вот краска. Ну, на жопках, видите, лопается, бывает, облазит. Но это не проблема. Цвет здесь подписан. На других тоже у меня, смотрю, то ли от жары, то ли от чего, перепадов. Иногда у них вот такие вот небольшие браки есть. Но я думаю, за такую цену этот брак мне, в общем-то, как этому припарка. Так что довольна. Спасибо мужу за такой вот презентик на Рождество. Слушайте, они вообще прям плотно сидят. Вот даже такое ощущение, как будто их утрамбовали прям сюда. Здорово. И буду с удовольствием раскрашивать. Но я думаю, выкраску уже все видели этих карандашей. Я даже не стала делать, собственно говоря, конкретную на них выкраску, потому что уже, по-моему, все делали, все показывали эти карандашики. Я не исключение, по-моему, как-то даже показывала уже однажды. Я не знаю, у меня, наверное, нету здесь этих карандашей выкраски именно дровингов, чтобы вам показать план. Ну, я думаю, все уже их знают. Вот так, интенсы у меня были. Колорсофтов у меня совсем чуть-чуть. Вот осталось колорсофты теперь надо купить. И будет полный набор. Так, да, я, наверное, интенсы везде делала выкраску. А вот эти не делала, наверное, все-таки карандашки. Ну, я не думаю, что это проблема. Если вам нужно, обязательно напишите, и мы с вами сделаем на них выкраску. Поразукрашиваем, попробуем ими пораскрашивать. Не знаю, давайте, вот у меня есть листочек. Быстренько я так пройдусь по таким оттенкам, которых у меня нет. Допустим, вот олива. Такой, смотрю, интересный. Они достаточно мягкие. Но, знаете, так, в меру мягкие. И вот, действительно, так шерстку, травку ими делать сплошное удовольствие. Видите? Здорово. Олива у нас, допустим, цвет. Так. Ну вот здесь что-то типа желтая охра. Такая вот красивая охра. Так, что еще? Что еще? Какой интересный вам цвет-то показать? Так, ну терракота, не знаю. Ой, какие они прям. Я даже не напрягаюсь, да, там штриховать. Они действительно классно штрихуют. Но я не люблю такую заточку. Я их потом подточу как положено. Вот эти бревнышки неудобно.
конечно. Еще вот такой есть интересный руби. Что-то там. Цвет вот такой вот коричневый, уходящий в красный. Или наоборот, красный, уходящий в коричневый. Что-то такое вот, знаете, между. И вот. Смотрите, какая прелесть. Прям шикарно. Я бы сказала, шикарно. Так. Вот такой интересный цвет. Наверное, как что-то типа пшеничного. Посмотрите, какая прелесть. Я надеюсь, вам будет видно. Вот такие вот шикарные оттенки. Я довольна. Буду красить. Так, ну что я еще не показывала. Вот такой вот есть Ink Blue или что-то в этом роде. Ой, какой он красивый. Обалденный оттенок. Штрихуют они действительно классно. То есть можно более широкий, можно более тоненький. Не напрягаясь. Посмотрите, какая. Я надеюсь, видно. Прелесть. Так что я довольна. Спасибо мужу. Буду с удовольствием теперь пользоваться, красить. Теперь у меня есть полный набор. Мне вот еще интересует еще один оттенок. Мне прям светлая сиена или легкая, что-то легкая сиена. Ой, какой красивый. Посмотрите. Они вроде как неплохо тоже наслаиваются, смешиваются. Ой. Такой вот интересный. Я их сяду подточу сейчас под себя. Смотрите, какая прелесть. Очень хочется верить, что камера не сойдет с ума. Не знаю, что с ней не так. Обалденный цвет. Классно. И мне нравится в них, вот знаете, я люблю, ну, по мне более жесткие карандаши. Я вот Виой крашу. Карандаш от Пабло. Понравились мне. Мягкими крашу тоже неплохо, но все-таки, видимо, мой карандаш, я частенько давлю на карандаши. Ловлю себя порой на мысли, что я прям прилагаю усилия к карандашам. И вот, допустим, с призмами возникает на этот счет проблема. С этими карандашами будет дело получше обстоять. Они немножко более плотнее, что ли, пожестче. Классно, я довольна. Так что спасибо мужу за такой подарок. Буду с удовольствием пользоваться теперь. И у меня теперь будет набор. Нужно только помыть. Здесь вот эти от ценника был скотч. И теперь вся это липнет. Вот такая красавица. Лисичка у меня тут. Вот такая у меня была еще. Был такой небольшой подарочек. Буду красить. Ну что, буду сейчас продолжать раскрашивать свой разворот. Закрашивать. Ой, далеко прям ушла. Буду закрашивать. Может быть, как раз новые карандаши попробую. Где-то какие-то или волосы, или шортику что-то попробую раскрасить. Не знаю. Пока меня так устраивает. И уже в итогах вам покажу. Ну, не буду уже много наболтала. Спасибо, что были со мной, что посмотрели, поболтали. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. И пока-пока.